Привет, друзья! Привет! Вы на канале «По ту сторону», и сегодня мы приехали в Несвеж. Но мы приехали сюда с одной целью, так как это место славится невероятной историей про Барбару Радзивилл, одной из членов этой династии, которая, к сожалению, по непонятным обстоятельствам погибла. И ее дух обитает здесь благодаря ее супругу Августу II, который был князем Речи Посполитой. В общем, мы решили попробовать и выйти с ней на контакт. Но пока мы просто хотим вам показать это место, а чуть попозже попробуем провести эксперимент и пообщаться с ней. Черная панна Несвежа. История Барбары Радзивилл. Барбара Радзивилл родилась в 1520 году в семье великого гетмана Юрия Радзивилла. Ее родным братом был Николай Радзивилл Рыжий, двоюродным Николай Радзивилл Черный. Замуж ее выдали в 17 лет за Станислава Гаштальда, который не оценил ни красоты, ни ума своей супруги. Важнее для него оказалось политическое влияние и финансовое состояние ее рода. Через несколько лет после свадьбы Барбара, так и не подарившая Гаштальду наследника, надела черный вдовий наряд и вернулась в материнский дом. На одном из увеселительных мероприятий Радзивилл Черный познакомил сестру со своим приятелем, великим князем литовским Жигимонтом II Августом, который воспылал к ней жаркой любовью. Скрыть такую любовь было сложно, и вскоре об этом узнала родня обеих сторон. Двоюродный брат Барбары, Николай Радзивилл Черный, решил сберечь имя и честь сестры от сплетен. Но опаснее сплетен была мать королевича Бона Сфорца. Все знали, что она люто ненавидит всех Радзивиллов и считает их выскочками. Тем временем, уже будучи вдовцом, Жигимонт Август готовился стать королем. Старый монарх доживал свои последние дни. Братья Барбары, стремясь разрешить ситуацию, направились к Жигимонту Августу. Они потребовали от него окончательного решения: или жениться на Барбаре, или больше с ней не встречаться. Королевич, который знал свое неустойчивое положение, отношение королевы-матери к представителям рода Радзивиллов, а также интриги при польском дворе, понимал, что должен будет оставить любимую. Оставив великого князя принимать решения, братья сделали вид, что уезжают. Терзаемый сомнениями, Жигимонт бросился к любимой. Братья Барбары, следившие за ним, явились к ним прямо во время свидания и тут же потребовали, чтобы он женился. Он согласился, ведь был безумно влюблен, а потом только попросил оставить свадьбу в тайне. Братья дали на это позволение. Влюбленные тайно поженились. Для своей семьи и государства Жигимонт Август оставался вдовцом. А тем временем умирает старый король, и Жигимонта II срочно увозят в Краков для всех приготовлений. Королева-мать Бона Сфорца активно ищет своему сыну подходящую невесту. И тут, как гром среди ясного неба, известие о том, что королевич женат. 17 апреля 1548 года Жигимонт Август официально представил матери Барбару как свою жену. Но если Литва согласилась признать ее великой княгиней, то ни королева-мать, ни польская шляхта не хотели видеть на Барбаре королевскую корону. Однако, ставший королем, Жигимонт проявил неслыханную для него твердость. Он любил Барбару и не хотел с ней расставаться. В декабре 1550 года она была коронована и провозглашена королевой польского государства. Но счастье ей это не принесло. Уже через 2 месяца после коронации Барбару нельзя было узнать. Схуднело так, что одни кости остались, сообщал Радзивилл Черный Радзивиллу Рыжему. Она мучилась несколько месяцев. Страшные нарывы покрыли некогда безупречную гладкую кожу. В последние дни агонии они лопались, и комнату, где лежала несчастная, наполняло зловоние, которого не выдерживали ни служанки, ни доктора. И лишь верный муж до конца оставался у ложа умирающей. 8 мая следующего года Барбара умирает. Сходя с ума от горя и тоски по любимой, король обращается к алхимикам с просьбой вызвать ее душу, чтобы узнать у нее, как ему жить дальше. Короля привели в полутемный зал, уставленный зеркалами, на одном из которых было во весь рост выгравирована Барбара в белой одежде. Ему хотели привязать руки к подлокотникам, чтобы он нечаянно не коснулся привидения, но тот отказался и дал слово, что будет вести себя спокойно. Но когда призрак Барбары появился, влюбленный Жигимонт кинулся к нему с криком «Басенька моя!» и попытался обнять. Раздался взрыв, по комнате пошел трупный запах. С тех пор душа Барбары не может найти дорогу в мир мертвых и обречена вечно скитаться. Вот и ходит она среди людей, а поселилась, говорят, в одном из башен Несвежского замка. Появляется всегда только в черном одеянии в знак траура со своей загубленной жизни и любви. Считается, что она предупреждает людей об опасностях, войнах или пожарах. Вот в этом костеле, внизу, на нижнем этаже, если ты там пожертвуешь какую-то сумму, ну, по крайней мере, было раньше так, можно было пройти в склеп династии Радзивилл. Они здесь захоронены, это их костел, который они построили для своей семьи. И там вот видите надпись прям.
Вот этот вот дворец Радзивилл, Несвиж. Вот здесь жили Радзивиллы, династия. И не одно поколение здесь жило. Очень красивое место, внутри и снаружи. Там есть внутренний дворик. Вот это центральные ворота, которые открывались туда. Представьте, кареты какие-нибудь заезжали. Ребята, мы вам немножко покажем дворик, если нас не выгонят охранники. Все, что находится внутри, вы можете посмотреть в интернете, потому что вход платный, и плюс мы приехали очень поздно в ночь. Вот такие вот, ребята, ну тут вход. Вот такие вот стены вдоль берега реки. И вот тут вот, когда я когда-то сюда приезжала на экскурсию, да, говорили, что здесь специально разводили там очень редких рыб, потому что один из князей Радзивилл очень любил рыбалку. И чтобы далеко не ходить, здесь разводили для него рыбку. Вот, и эта речка, котлован как будто прорыт вокруг, она таким образом и защищает этот дворец. Сейчас мы хотим пойти Давай. найти статую самой Барбары. Она здесь есть в парке. Да, она есть в парке. Если у нас получится провести попозже эксперимент около нее, то мы сделаем это около этой статуи. Но если там будет очень людно, то, конечно, мы будем искать более тихое место, может, где-то в парке, либо около леса. Это мы нашли. Извините за качество. Да, мы пойдем, подождем, пока стемнеет. Да, Будет ближе к 12, и мы придем сюда, чтобы с ней связаться. вот такое живописное место. Вот, покажи, Алена, сколько времени? 23:14. Мы идем начинать готовиться к эксперименту. Я думаю, как раз где-то к 12 Да, мы его и проведем. проведем. Сова. Обалдеть. Может, она не может лететь? Совушка. Совушка. Хорошие. Может, ей свет яркий? Надо поменьше свет сделать. Блин, машкары капец сколько. Ну, на свет летит. Ты Шипит. рычишь. Ладно, пусть живет своей жизнью. Да, ты такая хищная. Вот это хороший знак. Ребята, в общем, после того, как мы встретили сову, много хороших знаков, мы считаем, что это классно. Поэтому мы решили прямо здесь, на этом месте, не идти дальше к памятнику Барбары. Да, А вот там- здесь на фоне, вам плохо видно, но здесь прямо мы на фоне Несвижского замка, и здесь прямо две башни, в одной из которых, по легендам, она живет, обитает ее дух. Вот, и в этих парках тоже можно ее встретить, поэтому мы прямо вот здесь, напротив озера и вот этого Несвижского замка, проведем эксперимент. Вперед! Ну что, ребята, Вокруг полная темнота, на часах практически 12. лягушки нам создают атмосферу. Вот, но мы не отходим от нашей сегодняшней цели и попытаемся связаться с Барбарой Радзивилл. Да. Барбара, приди. Барбара, приди. Барбара, приди. Если ты здесь, подними палочки вверх. Спасибо большое, что ты к нам пришла. Мы тебя приветствуем. Мы к тебе пришли с Добрым, добром Да. и просто хотим с тобой пообщаться. Можно с тобой пообщаться? Если да, то подними палочки вверх. Давай мы немного расскажем о себе и почему мы пришли именно к тебе. Меня зовут Алена. Рядом со мной сидит моя подруга Марта. Мы очень прониклись историей твоей жизни,
Мы бы хотели с тобой пообщаться по поводу твоей жизни. И мы никак не хотим тебя обидеть чем-то или как-то тебя задеть. Мы просто хотим с тобой поговорить, если ты не против. Барбара, ты можешь с нами пообщаться? Ты дергаешься. Терпи. Барбара, ты можешь с нами пообщаться? Если да, то подними палочки вверх. Спасибо большое. Надеюсь, что мы с тобой подружимся. Да. Ты можешь ответить на пару наших вопросов? Уже с ней надо как бы диалог вести, немного о себе рассказать. Но она такая, понимаешь, как бы столько веков прошло, Дама с характером. что я думаю, тогда было совсем другое время, другое общество. Она из знатной семьи. И что ты предлагаешь? Может, ты с нами хочешь пообщаться с помощью доски Уиджи и поотвечать на вопросы «да», «нет» с помощью иголки? Нет. Мы живем по-простому, мы не из... Нету сейчас дворянства какого-то, княжества. Мы простые люди, но мы очень бы хотели с тобой поговорить и задать тебе несколько вопросов. Может, все-таки ты согласишься с нами поговорить? Скажу, что будет нет. Видите, ребята, она не хочет разговаривать. Но мы не можем заставлять духа, мы не Да. можем. Ну, это... Ты хочешь, чтобы мы ушли? Нет. Ты хочешь, чтобы мы остались и поговорили с тобой? Нет. Мы сейчас разговариваем с Барбарой Радзивилл, женой Августа II. Нет. Вот и все. К нам Кого-то- пришла не Барбара. Кого-то мы другого вызвали, ребята. Давай спросим кого? Ты брат Барбары? Муж? Нет, подожди. Ты Август? Ты супруг? Нет. Ты был человеком? Нет, опять сущность. Ты какая-то сущность? Нет. Ты из язычества? Нет. Что за скрип? Это какая-то тележка. Кто это может быть? Ты из религии? И не сущности, нет. И не был человеком, и не из язычества, и не из религии. Ты теперь хочешь пообщаться с нами? Нет. Ты злой? Подожди. Ты злой? Да. Ты дух этого места? Да. Ты связан с семьей Радзивилл? Ты был защитником этой семьи? Тебя призвали алхимики сюда? Я не знаю уже, что спросить. Ребята, мы в каком-то прям тупике. А ты сможешь ответить нам на несколько вопросов о семье Радзивилл?
Нет. Ну, в общем, дух вообще не идет на контакт. Мы не можем никак, зачем злить вот сейчас опять, прибегать, приманивать к себе какую-то негативную энергетику, ребят. В Это, общем, ребята, напишите свои варианты. это может какие-то птицы, типа, может, реально. Ребят, напишите в комментариях, что вы Погромче думаете, кто это может быть, чей это дух к нам пришел, потому что у нас нет ответов на этот вопрос. Давай прощаться, все. Мы попрощаемся и Извини, что мы тебя потревожили. Мы в любом случае оставим тебе угощение в знак прощения, чтобы ты нас простил, чтобы мы тебя потревожили. он прям очень злой, ребята. Да, он все время на негативе. Мы с хорошими намерениями пришли и уйдем тоже с хорошими. Поэтому угощайся, пожалуйста, а мы пойдем. Извини, что мы тебя позвали. Пока. Ребята, скачала приложение Госрадар. Выявляем призраков в парке. Пытаемся все-таки поохотиться на эту Барбару. Ну, пока ничего. Стоп, радар. Следующая прога на очереди. Что это было? Что такое? Ну и что? 41 год. Ну и чё? Типа здесь призрак есть. Ну не А знаю. здесь? А здесь нет. А здесь конкретно видит что-то около меня. Ну что тут можно было увидеть? А ты понимаешь, что там как раз-таки находится И что? фонтан ее? И что? В каком возрасте она умерла? Не знаю. Надо смотреть. Может, 41 год? Надо проверить. Ребята, мы решили все-таки подойти именно к памятнику Барбары и попробовать здесь. Уже не будем вкладывать оборудование, но просто попробуем связаться именно с ней. Да, и Аленка настраивает оборудование на себе. Ну, в плане, что мы не достаем уже большой свет, чтобы не привлекать к себе внимание. Барбара Радивил, приди. Барбара Радивил, приди. Барбара Радивил, приди. Если ты пришла, подними палочки вверх. Да, не знаю. Барбара, ты пришла к нам пообщаться? Да. Мы пришли к тебе с хорошими намерениями. Просто хотим задать тебе пару вопросов. Мы можем это сделать? Да. Ты приходишь сюда как знамение каких-то плохих событий? Да нет. Я не знаю, просто появляешься. Ты пришла к нам, потому что мы тебя позвали? Ты не злишься на нас? Да нет. Немного. Барбара, мы очень прониклись твоей историей жизни, и у нас есть несколько вопросов по поводу твоей жизни и ухода из нее. Ты нам ответишь? Вот сейчас у меня такое ощущение, что это реально она. Ну, может быть. Не знаю, я как-то пока сомневаюсь немножко. Барбара, ты была несчастна в первом браке? А ты была расстроена, что тебя рано выдали замуж? Ты была расстроена, что тебя выдали рано замуж? То есть муж был неплохой, но ты его не любила, да? Угу. Барбара, ты мне скажи, пожалуйста, ты была счастлива за своим вторым мужем, за Августом вторым? Да. А свекровь тебя не любила?
А ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Ты умерла от болезни, да? Нет. Выходит? В общем, ребята, мы, если честно, жутко устали. Я не знаю, как Марта, но я так очень сильно. А я еще и за рулем все Да, время. да. И нам еще ехать порядка 200 километров А домой. сейчас на часах час с небольшим. Да. В общем, нету смысла оставаться в Несвеже на ночь, это точно, потому что там никакой заброшки не было. Что мы сделали после того, как пообщались с духом места? Мы пошли к фонтану, где находится памятник самой Барбары. Попытались с ней связаться. Я думаю, вы все видели прекрасно, но нам по итогу помешала, видимо, это была охрана, которая нас немного напугала. Они остановились прямо напротив нас. Мы не могли это заснять. Они стояли, смотрели долго, потом выключили фары, и мы тут, в общем, хлопнула дверь, и мы решили, что нам пора уходить. Пора уходить. Но в любом случае мы успели попрощаться с Барбарой. И задать ей главные вопросы. Мы задали ей самые основные вопросы, которые нас интересовали. Первое, это прокляла ли ее свекровь. Она ответила да, нет, по-моему. То есть, видимо, она просто недолюбливала, и Барбара, скорее всего, ее подозревала. Второй вопрос. Про алхимиков. То есть, вызывал ли Август II ее супруг при помощи алхимиков ее? Она сказала, да, так и было. И третий, последний вопрос, который мы успели задать без камер, это осталась ли она здесь из-за того, что он ее вызвал? И она ответила тоже, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да, она ответила да. Поэтому история довольно запутанная, довольно интересная. И искренне жаль ее как женщину. Вот. Но надеемся, что мы смогли развеять одну из самых загадочных легенд в истории Беларуси. И надеемся, что данный выпуск вам понравится. Вы обязательно поставьте под ним лайк. Обязательно сделайте кнопку подписка серенькой. И обязательно поделитесь нашим видео со своими друзьями в социальных сетях. В любых социальных сетях нам без разницы. Самое главное, чтобы ваша армия, наша семья вместе с вами росла. Поэтому всем пока. Пока-пока.